Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх. На краю обрывистого берега, обрамленного ледяными горами, стояли два человека. Их лица были прикрыты меховыми капюшонами, но из-за сурового климата трудно было увидеть их выражение. Это были охотники из племени Ноха, маленькой группы людей, которые оставались в этом безжалостном, но полном жизни мире. Их рост едва достигал метра, а вес был не более 30 килограммов, но в их глазах горел огонь выживания. «Сегодня мы соберемся у костра», произнес Хара, старший охотник, демонстрируя своим товарищам древний каменный нож. «Вечером расскажем историю о мегафауне, о том, что не оставило ровным счетом ничего. Их мир был полон огромных существ, шерстистых носорогов, мамонтов с шершавыми мехами и пещерных львов с могучими челюстями. По сути, каждое их высовывание за пределы лагеря было своеобразным риском. Они не просто охотились за пищей, но вступали в борьбу с самыми крупными созданиями, когда-либо существовавшими на планете. Хара любовался картиной, когда стадо мамонтов перемещалось по просторной равнине. Каждый шаг гигантов оставлял следы в рыхлом снегу, и Хара чувствовал, как его сердце бьется в унисон с этими древними созданиями. Но он знал, что времена изменятся, изменения климата угрожали ему, и с каждым годом становилось все труднее находить пищу. «К этому должно быть готовым», — декламировал он своим соплеменникам, «потому что мегафауна не останется с нами навсегда». Прошло много поколений, и на горизонте появился новый вид, который стал угрожать существованию мегафауны. Люди, новые охотники с острыми когтями, так называли своих предков старожилы. Их орудия труда становились все более совершенными, и это позволяло им охотиться на больших животных. Некоторые говорят, что исчезновение мегафауны сделало возможным появление людей, произнес Хара у костра, пригласив слушателей. Собрание людей говорило об исчезающей природе, и страх овладел ими. Они начали осознавать, что, возможно, именно они были причиной ухода таких величественных созданий из их мира. Неизвестно, когда на самом деле началась борьба людей и мегафауны. В это время на южной стороне континента обитала удивительная дикая природа. Водопады обрамляли берега рек, а джунгли тряслись от звуков невидимых существ. Некоторые из этих больших животных достигали грандиозных размеров, таких как огромные быки с рогами, у которых был столь широкий диаметр, что Хара только представлял, как они управляли своей силой. Но однажды в тени ледников послышались голоса предков. Однажды перед охотой Хара собрал своих воинов и сказал: «Мы охотились на великих, и наши предки говорили, что они всегда будут с нами». Изменения климата угрожали наземной фауне. Исчезали привычные бары, сменялись леса, и компании мегафауны не могли найти нового укрытия. Сахара и ровные луга становились более сухими и пустыми. Хара и его спутники видели, как величественные создания, которые были частью их жизни, стали исчезать. Мы должны охотиться и искать еду, пока мы можем. А тут ты настаивал он, беспокойно покачивая головой. Он знал, что продолжение их существования зависело только от их методов охоты. Летели дни, и на горизонте появились тучи, предвестие беды. Как только ледяные ветры начали дуть с севера, все в племени Ноха понимали, что еда закончится. Они столкнулись с нехитцем, но в это же время на них нападали желудком голодные звери. Невероятная мегафауна медленно уступала место исчезающим существам. Мы видим, как наш мир меняется. Прошлое уходит, и мы должны двигаться вперед, утверждал Хара на очередном собрании своего племени. Изменения в климате постепенно привели к тому, что вместе с исчезновением мегафауны сумасшедшие существа, которых люди ранее ужасались, превратились в мифы. Были лишь охотничьи обряды, которые передавались из поколения в поколение.
Наши предки рассказали о чудовищах, таких как вараны и другие, но теперь мы поймали их призраки в своих легендах», произнес Хара, освещая вечный огонь как единственное свидетельство их бытия. Какой-то вечер Хара в одиночестве подошел к поросшему мхом обелиску вместе с камнями и семенами забытого мира. У него не было уверенности в словах, но он ощущал темную силу, когда описывал эти миры своим спутникам. За ним следовал тот, кто был готов задать вопрос: «Почему мы здесь, если наш мир так исчезает?» «Потому что мы его память», — ответил Хара, держа в руке копье и указывая на предков. Ледниковый период остался в оценках природы, больших животных из другого времени. Их трудно было сравнивать, но Хара всегда напоминал себе: мегафауна была частью их наследия. Да, время стоит перед ними, но в их сердцах оставалось место для воспоминаний. «Не забывайте о тех, кто пришел до нас», — Потусунузди напоминал он своим товарищам, и их светлые глаза отражали отголоски того, что было. С изменением климата люди также эволюционировали. Хотя мегафауна уходила, были и другие источники пищи, и племя Ноха выработало методы, позволяющие охотиться на меньших животных. Они стали более ловкими и гораздо более интуитивными. Они познавали мир, и борьба с крупной фауной, когда-либо гремевшая в их сердцах, скрывалась за порогами времени. «Каждый день дает нам что-то новое», — говорила Дала, одна из охотниц, прекрасно понимая, что перемены неизбежны. Однако с каждым шагом, который делали люди, они понимали, что могут стать причиной появления нового мира. Размышляя о будущем, Хара все чаще задавался вопросом: останется ли след от нас, когда мы уйдем? Обсуждения о мегафауне заполнили их вечерние костры, а каждый разговор о великих зверях все больше становился не просто повесткой. Они обсуждали массу чтений по выживанию и адаптации. Много тысяч лет прошло с тех пор, как племя Ноха взяло свои первые шаги, но в нашем времени на просторах лабораторий люди исследуют возможность забытых созданий вернуться к жизни. Исследователи пытались создать мамонтов и носорогов, используя генетические технологии. «Наука может изменить все», — говорил один из ученых, толкнувшись в спорах с недоверчивыми коллегами. Современные ученые обсуждали эти идеи, как когда-то племя Ноха собиралось обсуждать своих предков у костра. Были ли они просто мифами? Или то, что они нашли, все-таки имело место? «Каждое растение, каждый зверь оставил свои следы на земле», произнес Хара, стоя вновь перед своими спутниками. Только теперь время было другим. Сейчас, по прошествии многих тысячелетий, мир снова столкнулся с угрозой исчезновения. Но дух мегафауны продолжал звучать в сердцах тех, кто помнил истории. Некоторые животные все же выжили, как и память о тех, кто боролся за право существования. «Мы все в одной большой истории», — сказал Хара, глядя на звезды, которые освещали их путь через века. «Мир изменился, но память о мегафауне остается с нами. В каждом шаге, в каждом дыхании, в каждой истории, которую мы передаем от одного поколения к другому. Мы не просто охотники, мы хранители памяти», произнес Хара, завуалировав свои слова в тихом шепоте, чтобы только его команда могла слышать. «Мы должны уважать их выбор». Тем временем племя стояло в напряжении, наблюдая за величественными существами. Их огромные тела выделялись на фоне синевы неба, и в этот момент каждый охотник ощутил магию в воздухе. Они знали, что это не просто охота, это момент, в котором они должны придавать новое значение своему существованию. Однако, когда один из молодых охотников, Нира, схватил свое копье и замахнулся, Хара вовремя остановил его. «Подождите, сейчас не время. Их не следует убивать просто для еды. Надо понять, что они значат для нас». Даже дождливые дни имели своим бременем. Небо внезапно потемнело, и начался сильный снегопад. Земля медленно покрывалась белым покровом.
а чувства и мысли охотников вместе с ней запутались. «Это знамение», — произнес Нира, застегивая свой плащ. «Это наш шанс. Мы не должны его упустить». Но Хара не мог нарушить свою клятву старейших. Он почувствовал, что в этом не было ни правильного, ни неправильного выборов. В этот момент мегафауна, которой они стремились так решить, представила себя видами. Мир всегда был полон чудес, произнес он. И в этом чуде есть необходимость. Нужно уважать эти духи больше. Спокойствие в команде начали постепенно уступать месту смешанным чувствам. Внезапно стадо, состоящее из матерей с молодыми мамонтами, повернулось и начало двигаться в их направлении. «Вперед!» — закричал Нира. «Это шанс еды!» Хара, не сдерживаясь, вышел вперед. «Нет, это не наша охота. Это наш урок». Команда воззрела на старшего с недоумением. Но они видели, что он был полон решимости стоять на защите тех, кого другие жаждали. В этот момент их настрой стал более духовным, и, казалось, мелодия Вселенной наполнила пространство. Нечто великое связано с этим существом, представлением о том, как даже самые маленькие люди могут защитить своих великанов. Спустя время Хара, Ниро и остальные охотники вернулись к своему лагерю, полные смятения. Вечером они решили провести ритуал. Они собрались вокруг костра, и в воздухе витали парные песни их предков. Это была не охота, а праздник жизни, который они должны были сохранить. Сегодня мы проверили себя. Произнес Кобата Депко. Ксоскарар. Да, мы все должны помнить о том, что мегафауна — это не просто тень нашего мира. Это утерянная часть нас. Каждый из охотников поднимал свои амулеты в небо, как будто они издавна знали, что их чаяние в жизни связано с этой древней мудростью. Хара чувствовал, как в их сердце складывался новый образ. Не гигантских существ, которых надо убивать, а орны, которых нужно защищать. Прошло несколько дней, а у племени Ноха возник мощный импульс к движению. Они начали изучать новое, обращаться к природе, учиться жить в гармонии. Понимание мегафауны стало частью их культурного наследия, и они больше не хотели, чтобы мегафауна исчезала из их памяти. «Мы должны обучить будущее», — говорил Хара, глядя на детей своего племени. Мужчины и женщины начинали передавать древние уроки природе, и сами охотники начали говорить о том, как важно беречь существование. Вскоре атмосфера племени изменилась. Они стали живыми хранителями истории. Каждый вечер горел костер, и каждый раз звучали истории, связывающие их с мегафауной. Уже проходили годы, а в легендарную историю о мегафауне встроились новые месседжи о том, как сохранять мир. Они понимали, что с величием приходит ответственность, и память о величественных зверях жила в каждом из них.